Привет. Хотелось бы немного выразить свое мнение о Doom, о той части, которая вышла еще в 2016 году. Видео будет в формате подкаста, так что вы можете спокойно переключиться на другие вкладки, заниматься другими делами и оставить его играть на заднем плане. Так сложилось, что до сих пор я никогда в эту игру не играл, да и в любую из ранних частей тоже. Взял я ее по скидке за 240 рублей, решил, что за эту сумму уже стоит попробовать. За нее ведь так много говорят везде, все подряд хвалят. Я бы даже сказал, что линейку игр Doom можно считать классикой. Сразу скажу, я довольно казуальный игрок, и поэтому прохождение на хардкор режимах и так далее сразу отпали. Но не мое это какому-то ИИ доказывать свой скилл, для этого есть онлайн-игры, где можно потягаться с такими же живыми игроками, как и ты. Игру я прошел один раз на среднем уровне сложности, где-то за 12 часов примерно. На удивление, спустя столько времени после релиза я не особо нахапался спойлеров и довольно мало знал об игре и вселенной в целом. Захожу я, значит, в игру, и сразу в меню меня встречает очень крутая музыка. Что-что, но с музыкой здесь все в порядке. Послушал немного трек, зарядился настроением и захожу в игру. Игра показалась сразу крутой. Сеттинг необычный, какой-то сюжет есть. Хочется узнать вообще, что произошло, что да как. Получаешь первые пушки, знакомишься с игровыми механиками. Брутальные финишеры — это вообще круто. Марс, демоны, ад, технологии. Все очень классно сделано и сочетается. Пробежал быстро первый уровень, и ощущения очень классные. Крутая игра. Почему я ее раньше не попробовал? Но уже где-то на втором-третьем уровне ощущения совсем не те. Все повторяется, одни и те же действия, один и тот же сценарий. Локация только слегка меняется, то на улицу, то по коридорам бежишь. Правда, когда я впервые попал в ад, я кайфанул. Но этого тоже хватило только максимум на 5 минут. И дальше одно и то же однообразие. На половине игры уже ни новое оружие, ни новые враги не доставляли никаких эмоций. Заходишь на локацию, спавнятся монстры. Ты ищешь какие-нибудь усиления и зачищаешь ее. Зачисти локацию, нажал где-то на какую-то кнопку или повернул рычаг, дабы создать иллюзию какого-то прохождения по сюжету. И побежал дальше до следующей большой комнаты, где там же все и повторяется. И так до самого конца игры. Даже боссы ничем не удивили, даже конечный. Вся суть заключается только в том, чтобы прыгать туда-сюда и пулять тем, что у тебя сейчас в руке находится. Патроны закончились, переключился на следующее оружие, продолжаешь. Никакой тактики, все оружия одинаково эффективны против всех врагов. Практически ни на что не надо обращать внимание. По сюжету вообще все слабо. Вначале он еще более-менее интриговал, но это скорее всего связано просто с тем, что в принципе вначале ничего не известно. Но чем дальше проходишь, то все более простым и предсказуемым становится. О концовке вообще не хочется говорить. На половине игры уже было ясно, что так все и закончится. Для разнообразия я попытался выполнять побочные задания уровней, выполнять требования для полного улучшения оружия, собирать все секреты на уровнях. Но, к сожалению, начал я это делать слишком поздно, поэтому за первое прохождение не получилось собрать все и повысить все аспекты брони и оружия. Также я хотел выделить такую штуку. Когда я наконец дошел до финального босса, у меня впервые появилось желание сделать скриншот. И не мог я подумать, что сразу я об этом же пожалею. После нажатия кнопки F12 все полетело. Игра продолжалась, но все элементы уровня стали черными, а босс стал невидимым. Единственное, что я видел в этот момент, это как в меня летят вражеские снаряды. Перезапуск игры и компа тоже не помог. Я отправился искать решение проблемы в интернете. Но после минут 15-20 все-таки получилось побороть проблему, и я добил игру. После одиночной кампании я еще решил зайти в онлайн-режим, провести несколько матчей в надежде, что там, может, дела повеселее обстоят. Но здесь тоже меня ничем удивить не смогли. Матчи не такие уж динамичные, как хотелось бы. Разнообразие хромает, и меня не хватало больше, чем на пару-тройку игр. Итого получается, что игра мне не очень-то и зашла. Мне кажется, что она очень переоценена, и фурор вокруг нее немного не обоснован. Я ее доиграл из принципа, чтобы я был в курсе о ней, чтобы сложилась своя картина полноценная об игре. Я бы не сказал, что жалею о покупке, но без скидки я бы не советовал покупать ее. Уж слишком мало контента она мне предоставила. А так получается 12 часов контента за 240 рублей, 20 рублей за час игры, не так уж и плохо. Были мысли о том, что, возможно, дело было в том, что я проходил не на максимальном уровне, что игра совсем не о сюжете, что в этой игре надо страдать для того, чтобы понять, что на самом деле она из себя представляет, и почувствовать все ее прелести. Хорошая мысль. Проверять я ее, конечно, не буду. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Спасибо, если ты дослушал до конца. Буду рад, если ты поделишься и своим опытом в комментариях. Пока.